Добрый день, подписчики и зрители канала. Буду проводить испытания с маргонского плуга, который поменял я. Видео есть на канале. И также интересно испытать мне новую МРЛовскую индийскую резину. Здесь изначально стояла Кама, но я ее практически не использовал, и она быстро у меня за сутки продалась. И не так сильно, получается, ударила по карману в приобретении этой резины. Хотя, конечно, цены сумасшедшие. 500 рублей за МРЛовскую резину. Многие начали говорить о том, что и Оска хорошая. Я не спорю, Оска, наверное, тоже хорошая резина. Я опирался, когда сказал, что она трескается, я не на собственное мнение опирался, а на мнение других зрителей. Если Оска хорошая резина, то прекрасно. Я только за. Оска 75-ка, ну, говорили мне, что надо тогда будет наращивать плуг. Один из зрителей написал, что прекрасно у него работает на Оске и без наращивания. Ну, значит, так и есть. Также советовали снять краску плуга. Лень мне снимать ее. Прошлая минская стерлась за 3 прохода. Да, поначалу, конечно, упиралась, тяжело шла, но отполировалась сама. Так и здесь то же самое, так и поступлю. Также один из зрителей говорил о том, что у него сцепка, идущая с мотоблоком в комплекте, люфтит очень сильно. Я не знаю, у меня даже намека на люфта нет. Если есть люфт горизонтальный, то это просто надо отрегулировать болты, а вертикального тут вообще даже нету просто. И вот она даже с трудом заходит туда. Настолько все идеально, плотно сделано. Надо даже постукивать, чтобы загнать ее. Вот, вертикального люфта только с мотоблоком дергается, горизонтальный, вот он присутствует. Можно слегка подрегулировать с двух сторон. Болты на 17, гайки на 19. Хотя я не знаю, может быть, должны быть какие-то зазорчики. Ну, что-то я сомневаюсь. В прошлый раз, установив плуг, я не сумел снять подножку. Здесь то же самое. Хоть и колеса стали больше, но надо убирать подножку. Буду работать на среднем отверстии. Посмотрим, как оно пойдет. Фу, внутренние каемочки, наверное, мешают. Рано я сцепку одел. Надо сначала на плуг ее одеть. Я прекрасно помню, что при установке минской навески, минского плуга, из-за того, что там профильная труба, она внутри болталась. Я еще внимание обратил, думаю, неужели так оно должно быть? Зазор между вот этими креплениями был, наверное, внутри еще 4 мм точно. Здесь же все вот монолитно стало. Там была 25 на 40 труба, а вот я тут штангеном, наверное, не мерил, но здесь, наверное, все 30 будет, 40 на 30. В общем, уже вспомнил, что есть такая особенность. О, идеально все, само заскочило. Как я уже говорил, счищать я краску не буду. Да, советовали, да, это правильно, но мне лень. Пускай земля ее отполирует, плуг этот. Алюминиевые шильдики начали отваливаться. Можно эти шильдики отклеить со временем, положить в шкатулочку. Иногда доставать и радоваться, что у тебя маргонский плуг, а то мало ли забудешь. В одном из роликов я уже показывал свой огород, сейчас еще раз покажу. И показывал, сколько отработала минская навеска. Минская навеска отработала 5 метров шириной. И уже трещина появилась. Здесь я уже совершенно не мог регулировать плуг. Земля у меня сырая, такая прям сырая-сырая. Ну, заодно испытание будет для плуга хорошее. Понятно, что перепахивать надо землю по осени. Но перепахать мне не удалось по осени, но перепашем сейчас. Просто руки чешутся. Можно было и не делать ничего, можно было еще подождать, пока подсохнет. Да и так ждал. Дня 4 назад такой дождь шел, позаливало все.
Первое впечатление. Стал мотоблок идти легче. Заметно. Прям вот я по осени пахал на каме. Как-то с чем связано это? Больше буксовал. Сейчас земля более мокрая, чем осенью. И мотоблок идет лучше, легче. Это первое. Меньше контроля нужно делать. Когда возвращаешься назад, получается, ты приподнимаешь мотоблок, и на каме получалось, что надо было соблюдать границу нос двигателя и кончик плуга. И прямо оно все вот так идет. Чуть выше подымешь, чтобы не цеплять землю, плуг, тут же носом упираешься в землю. Сейчас уже вот этот диапазон стал больше, и то есть можно приподнять слегка плуг, ты еще не упрешься в землю двигателем мотоблока. Но земля, конечно, очень мокрая. Прямо идешь, она земля так раздавливается под тобой, расходится. Ну, помучаюсь все равно. Как бы пословица говорится, за дурной головы ногам спокойствия нет. Так что хочется мне повозиться, пока с этим душа лежит. Тут 6-7 заездов сделал. По итогу сумел отрегулировать. Вначале вообще было тяжело. Там видно, что упираюсь, пихаю мотоблок перед собой. Сейчас отрегулировал глубину и на вторую передачу перешел. И теперь уже даже начал отвал получаться. До этого даже отвал, что перед собой землю пихал и все. Сейчас на скорости как бы уже отвал. МРЛ или Оска? Ну, даже не знаю, может быть, даже и Оска. Может быть, от того, что выше, будет еще лучше. По крайней мере, качели эти. А может и нет, я не знаю. По Оске нет опыта, не могу сказать. Да и по Каме опыта мало было. Начал, не понравилось. Ну, МРЛ значительно лучше. Камы или Белки, неважно. 63 лучше, чем 57 диаметр. Ну вот, преодолели. Точка поломки минского окучника плуга пройдена. К тому времени Минский уже все полностью отказался. Сморгонский держится на все 100, на ура. Можно шампанское открывать. И я скажу, что земля, наверное, в 2 раза тяжелее, чем по осени, когда я Минское пахал. Вот и думаете, что какое качество у Минска. Минское пахает только песочек, сухую земельку. Или там, как в Гомельской области, там песчаную, сухонькую. Опять же, сухую, все сухую. Здесь воды море, блин. Сморгонский работает прекрасно. Уже почти отшлифовался, почти краски нет уже. На все про все у меня уже ушло 1,5 часа где-то работы. Пока наработаешь навыки, эта работа для меня такая же новая. По осени там не считается, там чуть-чуть совсем я поработал. Раньше с мотоблоком вообще никогда не работал. Пока сообразишь, регулировки сделаешь, пока наработаешь навыки. Тяжело дается, знания даются с трудом. Но все нравится, вся эта работа в удовольствие. На моем участке высокие грунтовые воды, хоть он и находится не в низине. Так природа распорядилась. Где-то на глубине, в левом дальнем углу уже выходит глиняный пласт. И он везде на разных уровнях, где-то около 3-4 метров. Земля идет с уклона в эту сторону, и там примерно, где вот сосенка, примерно в том месте глина уже заканчивается. И дальше люди, которые живут ниже меня, значительно ниже, на 3-4 метра, у них сухо. У них все сухо, отлично. У меня вода стоит. Если вот вчера выкопал ямку глубиной, сколько тут, сантиметров 35, на дне в сантиметра 4 все в воде было. Сразу начала вода сочиться. Вот так интересно распределилась природа.
Ну вот так вот. Перепахал я свой огород. Земля мокрая у меня, потому что верховодка высокая. Особенно в дальнем левом углу. Там вообще шлепает. Ушло мне на все про все, наверное, часа 4, даже больше. Руки постирал, блин. Мотоблок вправо ведет. Приходится в ручку давить в эту сильно. Прям какие-то упоры нужны. Ну, конечно, такую работу уж не делают. Как подходил сосед Иваныч. Сказал, что надо, чтобы суши было. Ну, так оно и понятно. Понятно, что надо суши. В остальном плуг отбелился. Чистенький стал. Даже отполировался. Сцепка выдержала. Хотя нагрузка на нее была очень сильная. Как говорится, будь здоров. Это не то, что на Минскую там ерунда была нагрузкой, то ее сразу порвало. Здесь смаргонь. Смаргонь решает. Смаргонский плуг. МРЛовская резинка тоже хорошо тянет. Даже вон шипчики еще не поотрывались, хотя, казалось бы, должно было уже что-то постираться. Не, индийская резина показалась и неплохо. Вот это вот качение, вот когда возвращаешься назад с плугом, и вот ты пытаешься отдохнуть, руки вверх поднимаешь, и в этот момент ты упираешься носом. Если в каме вот этот переход был очень маленький, то есть буквально вот ведешь плуг над землей, а если чуть выше, уже упираешься, то здесь вот эта качелька большая, здесь уже больше можно. Ну, конечно, бывает, конечно, проворонишь, упрешься, все равно носом упираешься чуть, но несравненно с камой. Плуг упирался у меня, вообще этот раньше огород мой, это вообще-то был раньше лозинник. Там все было заросшее лозой. Все. Я потом как-нибудь фотки покажу. Все, что огород, это все был кусты лозы. Стволы и такие были, и по 30, и по 40 сантиметров. Все это я вырезал, ну, там очень много. Потом амкадором выдергивали, нанимал амкадор с ковшом зубчатым. Выдергивали все это, все коренья там сдвигали, там гора выше моего роста из пней большая. Ну, в общем, разрабатываю землю эту. Уж сильно не хочется мне, хочется с огородом связаться, но не хочется брать землю где-то далеко. А так, непосредственно вот мой участок, вот мой огород. Как бы самое комфортное. Рабицей обгородился и все. Этого огорода за глаза хватит. Мне гектары не нужны. Так, себе да детям что-то передать. Так вот, пару раз я натыкался, не пару раз, а раз 5 натыкался на остатки кореньев. То есть еще не все вырваны были. Вроде все поубирались, но где-то что-то остается. И до этого, до покупки мотоблока, я нанимал соседа, у него японский тракторок бэушный, а плуги китайские. Так вот, он на эти коренья себе сразу загнул носик, лемех загнул. Здесь тоже, кстати, не быстро он там ездил. Смаргонский лемех не загнулся, смаргонский лемех отработал. Ну, короче, о плуге положительные отзывы. Несмотря на очень тяжелую мокрую землю, на остатки кореньев, на видео, наверное, не будет видно. Сантиметров 10 в диаметре, вот я выдергивал это, он вырывал этим плугом, некоторые там не сумел вырвать. Носик целый, не загнуло, то есть сталь достаточно хорошая, чтобы выдержать нагрузку. Сцепка выдержала, швеллер целый, ничего не погнуло-то, не загнуто. Ну, короче, не знаю, тут пока что вот не к чему привязаться. Да, тут, конечно, то там писали, что там плуг кривоват, то все, ну, наверное, да, я не знаю. Все требует доработки, как обычно, но доработка или же полностью переработка. Купил Минскую и давай там наваривать. Лучше доделать то, что есть, чем переделать. Я, честно сказать, немножко побаивался смаргонский плуг, что вот на этом огороде, на сырой земле, то он может не выдержать, но показал он себя прекрасно. Отработал от и до. Такую работу, что я делал, вообще не надо было делать. Либо ждать, пока по суше станет, либо вообще это по осени делается работа, но руки чесались. Хотелось провести испытания на фоне, опять же, минской навески, испытать смаргонскую. Все остальное я уже сказал. Замучился, мокрый насквозь. Также хотелось посмотреть на резину. Резина тянет, работает. Может быть, чуть-чуть, может быть, только что весу, может быть, мотоблоку чуть-чуть не хватает. Может быть, если бы килограмм 30 на него накинуть, возможно, было бы лучше. Не знаю, не имею такого опыта. Но вот хочу все купить, но никак не получается. Добавочные утяжелители от советского МТЗ. Потому что я видел, как по 2 вешают. Возможно, будет лучше тянуть. Возможно, не знаю.
В начале работы заправил бак полностью. До контрольной линии, вот этой, или это я так, до уровня топлива, до красненькой. Сейчас, блин, такое чувство, что совсем мало он израсходовал. Больше половины бака осталось. Не сильно прожорливый двигатель. Опять же, кто-то скажет, у кого-то еще меньше. Ну, пускай так. Ну, а если быть до конца честным, конечно, тяжело. Тяжело. В любом случае, мини-трактор на гидравлике был бы, конечно, шедевральным. Это такие сумасшедшие деньги. Этот сумасшедшие деньги стоит. Я его уже говорил, я его покупал в октябре месяце 2021 года за 3200, по-моему, на мотовело, автовеломото. Сейчас он там в 21 веке 5600 с таким же двигателем, хотя и доллар 2,8. Ну, в общем, так вот. Мотоблок советую. Плуги сморгонские советую. Ничего аналогов не вижу. Резину МРЛ советую. По сравнению с Камой лучше. По сравнению с Оской не знаю. Оски у меня не было никогда. Даже не видел ее в глаза. Поискал в интернете, она еще дороже стоит. Ну, незначительно дороже. Если это МРЛовская стоит 250 рублей белорусских, то Оска стоит, по-моему, 6,5 на 12, по-моему, так она маркируется. 300, по-моему, 310 или 305 рублей белорус за колесо. На этом пока все. Задавайте вопросы.